Всем добрый вечер, доброй ночи, девочки. Всем привет и мальчики. Всем, кто меня не знает, хочу представиться. Меня зовут Алена, и я делаю расклады на картах Таро. Девчонки, вы знаете, я люблю делать расклады ночью, вечером, да, ну как бы так, когда меня ничего не тревожит. И сегодня давно не было у нас видео, да, и честно, девчонки, хочу посмотреть. Давайте посмотрим, чего-то мне очень сильно понравился расклад, да, что стучит, что гремит, что на пороге, что в ноге, что по судьбе и чего опасаться. Это расклад, девчонки, на недолгое время, подходит всем, как девочкам, так и мальчикам. Выполнять я буду на цыганском оракуле, да. Если что-то будет непонятно, я буду дополнять на картах Таро, да. Девчонки, я делаю свои расклады, да, там, кто мне там обратно пишет, причем на личный номер. Девочки, личный номер не для каких-то там, знаете, оскорблений или там еще чего-то. Иначе я вообще вытру номер, либо поменяю карточку. Номер был, честно, оставлен, ну, не для чего-то такого. Я даже не могу людям, да, ответить и помочь, потому что, ну, много бессовестных, да, пишет. Итак, девчонки, начинаем. Что стучит? Извиняюсь за такое долгое вступление, девочки, да. Просто обидно. Люди, которые требуют помощи, да, я теряюсь в этих вообще сообщениях, в этом бреду, который пишут люди какие-то, либо в гоневе, я не знаю, как назвать, да. Ну, извините, на очень конченые вопросы, да, я не отвечаю. А для всех нормальных, любимых моих подписчиков, родненьких, да, тоже кто новые, девочки и мальчики, я просто очень часто выхожу в эфир. Если вы присоединитесь, поймете, о чем у нас эфиры, тоже поймете, да, меня. Всех вас люблю и с любовью к вам. Расклад на ближайшее время. Что стучит, что гремит, что на пороге, что в ноге, что по судьбе и чего опасаться. Давайте. Что стучит? Что гремит? Что на пороге? Вот, на пороге интересно выпало. Я так, ну, захотелось мне так достать карты. Девчонки, извиняюсь, может быть, не так хорошо видно. Вот так вот. Так видней. Что на пороге, что в ноге, что по судьбе. Девчонки, места не хватает. И чего опасаться. Так, девочки, очень такой расклад. Что стучит? Девочки, будьте аккуратны, кто-то может заболеть, либо заболеть где-то в дороге. Если у кого-то командировки, какие-то такие вещи, будьте аккуратны, не подхватите. А у кого-то проиграется тоже, у очень многих, конечно, чуть-чуть болезни, и при этом придется потратиться. Девочки, тут и мальчики, да, мальчики тоже переворачивайте на себя. Я просто так делаю расклады, большинство девочек смотрит, да. Так,
Но здесь, девчонки и мальчишки, много неправд для некоторых, очень для, там 2%. У кого-то, но я не буду это говорить, девочки, потому что тут не идет как подклад. У кого-то может быть подклад через подарок сделанный. А у кого-то, большинства, да, может быть, кто-то разозлился, ну, что стучит, что гремит. Что-то узнаете, какой-то гнев, неискренность, короче, из-за того, что вас обманули, может быть, по поводу финансов, каких-то денежек, какого-то, ну, подарок. Можно, это подарок не обязательно именно в прямом смысле подарок. Могли бы там, знаете, потратить деньги на путевку, как на подарок, и расстроиться, что этот подарок не состоится, но это все-таки финансово и так далее, да. То есть подарок это не обязательно. Тут какое-то разочарование в людях, неискренность, обман, это ожидает 100%. На пороге, честно, хорошие карты. Вот сейчас, на данный момент, девочки, это вот то, что в ближайшее время произойдет. А то, что на данный момент, ну, хорошее состояние, хорошее настроение. Кто-то здесь, возможно, думает, обдумывает какие-то решения, какие-то новые начинания. Тут какая-то медитация, знаете, сами собой. Принятие решения здесь больше. У кого-то здесь, конечно, тоже у маленького процента очень проиграется любовные какие-то вещи, да, кто какие-то любовные дела задумал, действия, то тому будет сопутствовать удача. Но и тот, кто задумался заняться любимым делом, тоже будет сопутствовать удача. Это на пороге. Что от нас отходит, что в ногах. Знаете, тоже в ногах у нас потери, девочки, потери. У кого, честно, было утрачено что-то, потеряно, либо же почему-то мне пошло какие-то, как дела казенные, суды, пересуды или что-то такое. Почему-то, ну все, это в ногах, это пройденный этап. У кого какая-то тоска по человеку была, тоже это все уходит, да. Все в ногах, девочки. Работа, какая-то нечестность, да, вот это вот ожидание какого-то мужчины, все в ноги, девочки, все в ноги уходит. Да, в ногах, девочки, оставляем в ногах предательства, обманы, оставляем какие-то казенные дела. У кого были пропажи или что-то такое, тоже не стоит ожидать возвращения, да. Хотя желание, те, у кого есть желание это все вернуть, понимаете, то это мы все оставляем. Выиграть, победить, вернуть. Что по судьбе? Ой, ну по судьбе прекрасно, прекрасные карты, девчонки. По судьбе у всех выходит, ну, вот у кого-то детки, у кого-то новые начинания, неожиданные. Кто хотел деток в новом году, возможно, очень возможно. Тут 80% возможно. Новые начинания, новые известия, новое, как будто кто-то, может быть, узнать о беременности, да, или что-то узнать о детях.
Если какие-то новые начинания, то они, возможно, перерастут в постоянные, какие-то заработки в постоянное, то, что вы задумали новое что-то и захотите, знаете, как тоже, да. Вот какие-то начинания, но здесь еще очень у многих про детей. Про детей. Те, кто не задумывал беременность, да, там и мужчины смотрят, то это новое начинание. Кстати, я сама на себя смотрю тоже. Вот у меня сон был маленький ребенок. Это у меня новое начинание. И я думаю, у большинства это новое начинание, которое может вам принести какие-то, знаете, как будто что-то новое, и это новое может стать у вас постоянной. Может быть какой-то стабильный заработок или подработка, либо какой-то вот что-то вот такого плана тоже я вижу. Чего опасаться? В доме неприятностей. В доме неприятностей. У кого-то многих переезды со съемных квартир, нестабильность, либо с каких-то мест. Да, уходы с каких-то мест. У кого-то возможные разводы. Тут не избежать, поскольку карта ревности, на конце колоды у меня смерть. Перемена с места жительства. Ну, место жительства точнее. У кого-то, большинства проиграются разводы. Ну, не то, что официально, может быть, да, пара жила-жила и разошлась. И у кого-то, честно, может быть, надежды на жилье, стоит, не стоит. Оставьте надежды покаместь, отложите на покупку, на с кем-то, особенно кто хочет соединить жизнь, совместное жилье, тоже мне карты показывают оставить этот вопрос на дальнейшее, потому что что-то может не сложиться. Да, особенно мужчин касается, которые что-то... И мужчин, и женщин, тут как-то вот тоже так. Ну, как-то так у нас. Тут с жильем и у многих отношения. То есть может кто-то уйти с отношений, тут вот так. И надежда какая-то вот на жилье тоже отменяется пока. Это чего опасаться, к чему надо быть, да, внимательными. Так, девочки, вот такой вот у нас кратенький расклад, да. Это на месяц, девочки, это ненадолго. Обычно вот эти, что гремит, что стучит, мы не смотрим, да. Это то, что на пороге. Вот такой вот у нас расклад, девчонки. Всех люблю вас и мальчишки, да. Пишите темы, комментарии, ставьте лайки. Если что, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Будем встречаться в прямом эфире. Всех вас люблю. До встречи в новом видео. Пока-пока.